Домашнее птичье молоко готовится очень быстро и по вкусу один в один, как конфеты птичье молоко. Сверху проще всего залить шоколадом. Агар-агар сразу залейте водой в количестве 150 мл и пусть ждет своей очереди. Для начала масло, размягченное при комнатной температуре, взбейте со сгущенкой до однородно побелевшей массы, как на крем. Отставьте пока в сторону и не убирайте в холодильник. Масса должна оставаться мягкой и комнатной температуры. Мы ее потом добавим во взбитые яйца. Посуду перед взбиванием белков лучше обезжирить лимонным соком, особенно если взбивать будете в пластиковой таре. Ванилин сразу добавьте к белкам и начните взбивать. Начинайте взбивать всегда на небольшой скорости, пока не появятся первые пузыри. Затем увеличивайте скорость постепенно. Так, теперь займемся агар-агаром. Ставим его на умеренный огонь и ждем закипания. Все, агар начинает закипать и начинает густеть на глазах. Сейчас мы его варим немножечко. Чем хорош агар? Он не боится больших температур. С желатином этого проделать невозможно. При высокой температуре желатин теряет свои свойства. На агаре почему хорошо делать всякие яичные взбитые рецепты? Потому что мы тем самым еще дезинфицируем яйца таким способом, заваривая яйца 100-градусным сиропом. Добавим немного сахара к белкам, чтобы они лучше взбивались и пена была более плотной. С краешку так добавляйте по чуть-чуть. Совсем немного нужно. Вот агар уже прилично варился. Высыпаем туда весь сахар. Смесь сначала станет густой. Продолжаем мешать, и она станет жидкой. Так и должно быть. Весь сахар растворится. Продолжаем мешать, и в какой-то момент на поверхности агара появятся пузыри. Он начнет закипать. Вот, пузыри становятся все больше и больше, смесь увеличивается в размере. Именно поэтому надо работать с агаром в высокой посуде с толстым дном, чтобы агар не подгорел и не убежал. Продолжаем мешать, не переставая. Лучше это делать деревянной или силиконовой лопаткой. С этого момента берем градусник для измерения температуры сиропа. Я использую самый обычный кулинарный термометр за 200 рублей. Нам нужна температура 108 градусов. Ну вот, температура у нас практически 108 градусов. Теперь берем нашу кислоту лимонную и добавляем в сироп. Быстро-быстро все размешиваем. И сразу же, ничего не ждем, берем сковородку, миксер у нас работает, и тонкой-тонкой струйкой с краю потихонечку этот сироп вливаем. Тоненькой-тоненькой струечкой. Мне просто неудобно камеру показать, но вы понимаете, про что я говорю. Тонкой-тонкой струйкой вливаем полностью весь сироп. Все, пускай миксер еще немножечко поработает, чтобы хорошо смешался наш сироп с белковой массой. Сразу не выключайте, он должен остыть, то есть быть слегка тепленьким. Но сильно не остужайте, так как агар начинает уже застывать при 40 где-то градусов. Так что вот до этого момента температура должна быть слегка выше 40 градусов. Коржи у вас должны быть уже в форме, все подготовлено заранее. Вилочкой можете со стеночек чуть-чуть вглубь посуды все сгрести, чтобы лучше все перемешалось. Масса начинает прям густеть на глазах. Вы это видите. В этот момент кладем нашу заготовку, сгущенку с маслом. Туда ложкой потихонечку тоже их вводите на небольшой скорости миксера. И чтобы все хорошо промешалось. Далее просто заполняем нашу форму. Слой первый корж, второй слой суфле, потом опять корж и опять суфле. Слоев можете делать сколько угодно, насколько позволяет ваша форма. Как только форма заполнится,
Ставьте суфле минимум часов на 5 в холодильник, лучше всего на ночь. Кстати, агар-агар очень хорошо отделяется от формы, чего не скажешь про желатин. Вот такая красота получилась.